Всем привет! Так, сейчас я на телефоне все настрою. Уберу все звуки. Пока заходите, пишите, кому нужны подсказки. Пишите подсказки или подсказка. Сейчас на телефоне тоже включила. Всем привет еще раз! Привет-привет! Всем, кто заходит. Давайте, пишите. Если напишите слово подсказка, то будет подсказка вот на этой колоде. Подсказки Вселенной. Потому что такая немножко потрепанная, такая же по края. Самая моя такая первая по подсказкам. Вот. Добрый вечер. Антонина, добрый вечер. Подсказки. Давайте будем смотреть. Для Антонины подсказки. Так, первая подсказка. Доведите до конца начатые дела. Какие-то дела надо завершить, что-то там надо доделать, чтобы освободить место новому. Так, для Антонины смотрим. Вы слишком зациклены на ситуации. Расслабьтесь, отпустите ее. Решение придет само. Решение придет само. Вот. Ирина, доброго субботнего вечера. Для подсказки на всех колодах благодарю. Сейчас Антонине посмотрим, потом Ирине будем смотреть. Для Антонины смотрим. Следующая подсказка Вселенной. Смотрите, будьте собой. Не будьте идеальной, будьте собой. Вам говорят, будьте собой. Так, здесь. Для Антонины смотрим. Все получится. Все идет так, как надо. Продолжай в том же духе, и у тебя все получится. Все получится у вас. Вы все делаете правильно. Давайте дальше. Послание из будущего для Антонины. Смотрим. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Видите? Такое послание из будущего. Ну, это правда. Вот. Спасибо вам, Антонина, что пришли на эфирчик. Ставьте лайки, девчонки, мне будет приятно. Давайте для Ирины посмотрим. Подсказки для Ирины. Смотрим. Настройтесь на удачу. Смотрите. Какая-то удача вас ждет впереди. Благодарю за подсказки, Антонина. Благодарю, что пришли на эфир. Даргрейн, добрый вечер. Как у вас дела? У меня все выходные шумахерные, мы постоянно ездим. У меня все расписано, у меня тут календарик. Все выходные расписаны, все праздники. Постоянно нам надо. Решаем делишки свои, делишки по здоровью. Весна же. Вот. Зимой из дома выходить неохота, а сейчас можно. Для Ирины смотрим. Оставьте прошлое, пора поставить точку. Смело двигайтесь в светлое будущее. Я, кстати, тоже это насчет карт, ну, потом, наверное, когда все исполнится, я вам расскажу. Насчет карт тоже, про карты. Про карты. Хочу сделать талисман себе, попробовать. Не так, как я раньше делала, а по-другому. Я кое-что услышала, узнала. Хочу это талисман сделать как громоотвод. От вот этого всего будет защищать. От ненужных взглядов и всяких там. От ненужного, короче, всего, что будет вам мешать. Вот хочу сделать. Потом расскажу. Ну, если захотите. Как получится. Не знаю. Все на себе экспериментирую. Все браслетики, все камни, что как с чем работает. И, кстати, работает. Другим то, что я советовала, других тоже работает. Удивляются даже, что кое-что там у них получилось. Так, смотрим для Ирины подсказку. Не ищите никогда никому никаких оправданий. Если человек так поступил, значит, он так хотел. Это точно. Да. Так, девочка с шариком, смотрим для Ирины.
Ты чертовски восхитительна. Лучшее, что могло случиться в твоей жизни, это ты. Миру нужны твои таланты и энергия. Так что вам сделали комплимент. Вы чертовски восхитительные. Да. Так, для Ирины смотрим послание из будущего. Смотрим. Позвони. Позвони. Сейчас настроится. Ну-ка, давай настраивайся. Давай же. Это вот та камера, которую я новую поставила, вот она так вот. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Вот о ком вы вспомнили, нужно позвонить. Видимо, этот человек о вас скучает, думает. Вот, уделить нужно время. Даргрен, если нужны подсказки, пишите, да, подсказка или подсказки. Я тоже вам посмотрю. Так что у меня был такой период камнями. А, тут вопрос, да. Вопрос еще надо мне посмотреть, донатик. Теперь я хочу сделать талисман. Не так, как раньше, по-новому. С учетом новой информации, пришедшей ко мне. Думаю, не просто так она пришла. Так. И талисманы лучше делать самим вам. Или тем людям, которые вы доверяете. Ну, как сказать, доверять. Ну, у которых хорошая энергетика, по крайней мере. Здесь смотрю для Анет. Смотрю донат. Вопрос от Анет. И вот выпали две карты. Пока мешала и думала об этом. То, что вы вспоминаете прошлое, показывает. Вы вспоминаете прошлое, хорошие деньки, когда вот вы вместе проводили время. Вот. Сейчас посмотрим. Какое сейчас отношение у него к вам? Ну, он весь в чувствах, он к вам любовь, страсть, хочет заботиться о вас, он хочет, чтобы вы были вместе, хочет, чтобы вы как-то, вот знаете, друг от друга заботились, как-то здесь так. Не хватает вашей нежности, хочет поделиться своей любовью с вами, вот как-то вот окутать вас заботой и любовью хочет. Видит вас сильной, которая справляется с обстоятельствами, с вот этими вот, которые вот на вас навалились какие-то, да, поэтому он видит вас сильной, что вы справитесь, что вы как бы достаточно будет сил, и он хочет вас поддержать. Он, вот видите, рядом прям вышел, что он рядом с вами, он хочет, он бы, знаете, хотел бы даже вам сказать, наверное, вот этими картами, что он рядом, что как бы не был он далеко, он думает о вас, он чувствами прям вас чувствует, ощущает, хотел бы поделиться своей любовью с вами, поддержкой. И говорит, даже если на расстоянии, все равно рядом. Видите, все равно рядом лев вот этот вот. То есть он рядом с вами. Вот. Мысленная, как бы вот поддержка, и вот он с вами. Видит вас сильный, сильный, очень привлекательный, сексуальный. Вот. Что-то вам расскажет. Он вам многое хочет сказать, но не говорит всего, не говорит всего. Не хочет вас расстраивать, не хочет вас нагружать, хочет, чтобы у вас дома был комфорт, уют, чтобы вы ни о чем не переживали, чтобы вы занимались какими-то женскими делами и наполнялись. Вот так вот он хочет. Не хочет вас, вот как-то оберегает вас от ненужной информации. Вот. Ирина, большое вам спасибо, замечательной недели. Вам тоже замечательной недели. Вот. Админ Фокс, добрый вечер. Так, ну я посмотрела, какой он вас видит, Анет. Что еще там посмотреть-то? Отношение к вам, то, что его переполняет чувство, он хотел бы поддержать вас. Очень хотел бы быть рядом. Что бы еще он вам хотел сказать? Передать что-то. Он бы, знаете, две карты прям друг за дружкой выпали. И вы смотрите при том друг на друга. Две карты. Он хотел бы вам еще сказать, что вы его половинка,
что вы единое целое, что он вас очень хорошо чувствует, так же, как и вы его очень хорошо ощущаете. То есть он хотел бы сказать, что вы его женщина, вы пара, вы как, ну, вот у вас одна энергия, у вас одни желания, одни мечты, вы хотите одного и того же. То есть вы смотрите в одну сторону, и он смотрит на вас, вы на него, то есть вы как бы у вас одна цель, и вы в согласии друг с другом. Здесь вот так вот поддержка тут, вот понимание, вы вместе, вот, вы идете друг другу навстречу всегда. Благополучно решаться сложности в делах или нет? Благополучно. Ну, не знаю, не знаю. Тут, знаете, тут что-то тут, да, какие-то сложности, которые, скорее всего, вам придется решать какие-то с вашей стороны. Я бы не сказала, что они благополучно решатся, или, короче, блин, даже не знаю. Или вы можете там все потерять, да, или они вообще не решатся, и вы оставите это, скажете, ну, все, то есть оставите это в прошлом. Ну, случилось, так случилось, да, как-то вот так вот. Вы как будто будете чувствовать, какой будет результат. Вы почувствуете, там какие-то изменения будут происходить. Вы можете этот проект, то, что вот эта ситуация, трудности, как будто вы их оставите. Они могут решиться только с чьей-то поддержкой, как будто они толком-то и не решаются, да, и они как будто растворятся в прошлом, что такое, уйдут, канут в лету, я не знаю что, но могут решиться, если кто-то поможет в вашу пользу. Будут ли последствия? Здесь могут как-то отразиться на отношениях. Здесь как будто, знаете, как будто вот ложь, обман, да, что-то такое, недопонимание могут быть. Ну, такие вот чувства, может, осадок какой-то может остаться. Такой вот осадок. То есть отношения немножко будут не те. Недопонимание какое-то может быть. Были такие предположения. Чтобы все хорошо решилось. Осадок пока есть. Чтобы все хорошо решилось, да, вот чтобы вот этого чтобы, видите, вам говорят, нужно пойти в новое, нужно вот это старое, но вот так и оставить его в прошлом. Потому что здесь как будто вот то, что случилось, оно как будто вот уйдет в прошлое, и это нужно будет с этим как-то смириться. Ну, вот, случилось и случилось. Чтобы легче вам было, чтобы вот вам говорят, нужно идти в будущее, нужно это отпустить, потому что на сердце тяжело. Вы не можете как вот эта ситуация отпустить. Вот это тяжелое что-то произошло, и вам тяжело, у вас на сердце как камень. И здесь говорят, ну, отпусти это, и все, иди в будущее, иди вперед, станет легче. То есть груз этот сбрось, вот это вот. Чтобы это сбросить, вот, надо перестать эмоционировать, перестать принимать это близко к сердцу. То есть как-то вот надо выкинуть из своей души, как камень какой-то ненужный, как вот это такое вот. Не нести с собой дальше это. Потому что вам тяжело будет, как будто так. Легче надо к этому отнестись. Как прости и отпусти, да, не знаю, вот. И пойти дальше. Не мое, так не мое, да, выбросила и пошла. И забыла, как будто вот. Что-то такое. Любой выбор, который вы будете делать, тут говорят, окончательно ничего не придется решать. Решать здесь как будто придется, здесь какой-то выбор еще будет, но здесь говорят, принимай решение сердцем. Вот как чувствуешь, так и делай. Если там еще будет какой-то выбор вот в этой ситуации, ну, вам говорят, не эмоционируй, не плачь там, да, не говори, что кто-то виноват, или что вы виноваты, да, то есть вот это вот не надо, никакие, то есть эмоции не надо включать. Здесь говорят, просто прими решение сердцем, вот чувствами, то, что ты любишь, выбирай. То, что ты любишь, выбирай. Мужчина вышел. Мужчина, говорит,
Выбирай, говорит, меня, выбирай меня, говорит, не эмоционируй, выбирай меня, в общем, будет счастье. Вот, и тут и дети могут быть, и говорит, поедем отдыхать, говорит, там, где тепло, выбирай меня, я тебя сделаю счастливым. Вот мужчина говорит, выбирай меня просто, и все. Прошлое в прошлом, выбирай меня. Мужчина говорит, выбирай меня, я стабильный. Я стабильный, я приеду, видите. Вот. Эфир платный? Нет, Админфокс, эфир бесплатный. Если нужна подсказка, то напишите в комментариях подсказка. Если подсказки, то подсказки. Вопросы только платные, если что. Вот. Так что так. Мужчина говорит, положись на меня. Случилось и случилось. Ну что теперь? Воспоминания о прошлом, как будто вы вспоминаете о прошлом, то, что было. Начали какие-то тяжелые воспоминания. Тут и хорошие воспоминания, и тяжелые. Тут все вперемешку у вас. Вот. И здесь говорят, что вас интуиция всегда будет спасать. Прислушивайтесь к себе, потому что вы очень много знаете. Вы еще чему-то научитесь. Здесь говорят, что вас научат чему-то, или вам придется, или в вашей жизни, видите, тут вы можете заняться тоже чем-то таким мистическим, тем, что чувствуешь, но не видишь. Не можешь увидеть, но вот чувствуешь, что должно быть так. Вот, и все. Здесь какие-то знания еще вы в будущем получите, и сомнения, они как-то пропадут. Сомнения просто есть иногда, да, но когда вы не знаете, что будет. А здесь как будто вы уже будете знать, как-то вас научат, или учитель найдется, или вы сами, или вот обстоятельства вот такие вот будут, ситуации, жизнь научит. Можете в эзотерику пойти даже. Тут просто такие луна и верховная жрица, это как раз эзотерика связана. Да еще плюс вы можете даже стать учителем в этой сфере, ну, со временем. Вот. Что здесь почему-то, ну, почему-то такая тема выпадает, да. В этой теме все у вас получится. Здесь как победитель что-то выпадает. Если вы захотите, то да, получится. Что-то новое вам будет открываться. Вот. Ну, тут вас ждет достаток, благополучие. Вот. И прям успех по всем фронтам. Семейный, рабочий фронт, все коммуникация, изобилие. Тут вот такое вот. На деньги подставили. Подать. Мужчина, возможно, да, нарушил ваше равновесие. Говорят, не общайтесь больше с этим человеком. Вообще границы отстаивайте свои, что-то здесь. Вот, вас нельзя оставлять одну, поэтому скажите своему мужчине, так, приезжай, забирай меня туда, где мы будем вместе, и все, больше не оставляй меня одну. Вот. Как будто вы, если даже захотите что-то сделать, вы как будто вы будете ограничены. Видите, здесь тоже говорят, как будто будете ограничены. Вам как-то нужно находиться в равновесии. Ну, как... Если вам говорят что-то делать быстро, принимай решение быстро. Давай вложись прямо сейчас, там завтра проценты там, ты уже заберешь, да, ну то есть что-то такое. Или вот только сегодня эта скидка акция, вам нельзя никогда соглашаться. Когда так делают, ну здесь какой-то урок, который нужно пройти, что решение принимать быстро нельзя. Здесь этого человека все равно накажут. Этот человек будет наказан, да. Это для вас просто определенный урок. Просто вы возьмите оттуда опыт, покажите, что да, меня научили, не надо больше меня так. Ну, впереди еще, возможно, будут проверки на эту тему со временем. Несколько проверок будет. Будет несколько проверок впереди. Вот на эту тему, чтобы они, ну, как вот проверят, закрепили, выяснили это все, как бы уяснили, и все. Да, потом новый этап начнется. Это как бы проверочки. Ну, перед тем, чтобы все было хорошо, надо немножко вас потриггерило, чтобы вот почему-то вот так бывает. Вот, так что тут как-то надо сделать выводы, и все, как бы.
Там все на свои места встанет. Там за вас вступится. Да. Там ваш род, вот это вот все по семейной вот этой линии, по родовой. Там все встанет на свои места. Вот. Дадут ему под зад. И главное, вы не переживайте, если у него все будет хорошо, даже еще лучше там, да. То есть в определенный его накажут тогда, когда у него будет на пике, например, все хорошо, потом резко он все потеряет. Резко что-то случится. Так вот, знаете, не так, что. Ну, в общем, не переживайте. Вот. Ну, со временем у вас интуиция будет развиваться, и вы научитесь этим пользоваться. Может кто-то вам помочь в обучении этого, кстати, если захотите научиться. Просто нужно найти учителя, который об этом рассказывает. Через интернет можете найти, кстати, есть такие, которые рассказывают интересные вещи. Это урок. Ну, хотя мы, если сами урок не пройдем, мы же не слушаем других. Мы же думаем, у нас по-другому, только на собственном опыте. Вот, давайте посмотрим подсказку на ваш вопрос. Подсказка. Вкладывайте деньги в мечту. Видите, вам уже говорят, куда надо деньги в мечту, там, на билеты, на квартиру, на проезд, на красоту, в мечту, в вашу жизнь, в вашу стабильность. Вас тоже благодарю, Аннет. Спасибо, что на эфирчик зашли. Давайте сейчас я перейду в чат обратно. Сейчас посмотрю донаты. Ссылка не работает, скинула на карту. Даргрейн, да? Давайте посмотрим. Донатик. Почему вот не получается? Я не понимаю, блин, я еще не надоела. Нет, вы что? Нет, конечно. Сейчас для Даргрейн посмотрим, потом админ Фокс. Так, давайте будем смотреть. Мысли, действия к вам. Ой, что-то у меня тут включилось. Нет, все выключила я. Ай, елки-палки. Мне надо тогда переключаться. Если вопросы в... Так. Даргрейн, скилл... Так, Даргрейн, а вопрос у вас где? Я просто теперь думаю, где вопросы искать. Мысли, чувства, действия. Ага. Мысли, чувства, действия. Ой, в мыслях вы его просто убили. Вот смотрите, в мыслях вы его мучаете периодически, когда он о вас думает. Писал ночью на днях, вы ему не ответили, вы его убили этим. Потому что он постоянно думает о том, что, ну, то есть вы что-то сделали такое, вот, видимо, то, что не ответили, что сделали такое, что его просто убило, видите, наповал. Просто вы ему причинили большую боль. Он не ожидал от вас этого. И он периодически вот к этому возвращается. Это боль мучительная. Вот то, что вот вы сделали, это боль мучительная, и она вот так вот нахлынет на него, потом немножко такой вот откатится и вроде вздохнул, потом опять у него вот это вот на него находит. Вы ему причинили боль такую, знаете. Вы просто отреагировали так же, как и он. Он не ожидал. Вообще не ожидал. В мыслях он хочет в мыслях он хотел бы приехать и взять вверх, так сказать, подставить точку. То есть как так, вот ты тут мне не отвечаешь, вообще не реагируешь на меня, я вот приеду и, в общем, ты будешь моя. Вот так вот здесь как-то. Хочет проявить инициативу, хочет встретиться. Вот. Жаркую встречу хочет вам устроить.
чтобы власть над вами такую, знаете, что как так она может? Нет. Хотел бы написал. Да, у него характер какой-то вообще непонятный. А в чувствах что-то есть у него? Вас показывает. Он думает, что вы знаете, что вы его уже отшили и решили идти дальше без него. Он думает, что вам вообще вам без него и так хорошо. Вот он думает так. Потому что вы уже не отвечаете, он уже вам не нужен, видите. Он думает, что вы приняли решение, вы уже отсекли все, пошли в новый этап своей жизни, и вам там так классно без него. Он нафиг не нужен. Вот он, вот. В чувствах все-таки тут любовь есть, чувство есть. Поэтому он никак не может вас... Ну, поэтому он так реагирует. Вы ему не безразличны, чувство есть, любовь есть, влечение такое есть. Он очень расстроен, что не получается вас завоевать. А вы на его манипуляции больше не ведетесь. Так вот, как вот раньше он действовал, да, вот вы реагировали сначала так, сейчас вы по-другому начали реагировать, ему это не нравится, он очень расстроен. Он хотел бы наладить с вами отношения, наладить встречи, романтические встречи, да, такие вот, хотел бы продолжать. Почему же он не может сказать, все нормально-то? Вот мужики. Он из себя строит такого, что все под его контролем, и все будет так, как он сказал. Типа вот так вот, крутого такого строит, самоутверждается. А сам-то не может вас отпустить, потому что чувство есть, а его действия. Ну, что-то вам напишет. Напишет, я приеду, жди. Что-то такое будет. Видите, он вам какое-то известие от него получите, что-то он вам напишет, что он хочет приехать, что он хочет встретиться. Так, скажет, я хочу встретиться, надо обсудить там какой-то вопрос. А вы такая, ну я не знаю, я не знаю, такая, не знаю, буду ли я свободна. Тут все такие вот карты страсти, да, в таких энергиях, он хочет приехать, вас все-таки завоевать, что это такое, поставить вас на место, потому что это вы его не слушаетесь. А вы такая, ну не знаю, буду ли я свободна, в общем, там девчонками идем тусить. Ну что-то не знаю. Он такой, как так? И он начнет, он захочет вас обаять, он лапшу вам на уши начнет вешать. Ну, в общем, сладкие речи он захочет сказать. Потому что здесь, ну, хочет вот он вот поболтать такое вот, сладенькое такое, что-то вам сказать. Скажет ли он это? Его надо подтолкнуть к этому. Он хочет, знаете, чтобы получилось так, как он хочет. Все равно он хочет вывернуть ситуацию в свою пользу. Вот в свою, как ни крути, что он тут герой, он главный, вот он контролирует эту ситуацию, будет хитрить. Но хитрости у него не удастся. Вы его, так сказать, опять раскусите. То, что он там будет хитрить. Что такое будет? Нет, не конец. Он вас не может отпустить почему-то. Вот не может отпустить. Не хватает вас ему. Да, вот видите, вы для него такая вот, от которой нельзя отказаться. Не хватает вас, не хватает. Не знаю, когда он напишет. Ну, мне кажется, в мае должно все встать на своих местах, на свои места уже в мае. Потому что тут надо разобраться. Мне кажется, вы тут уже разберетесь в мае. Поймете, что с ним делать. Он как-то должен проявиться. Он может проявиться, и вот вы там решите уже, что с ним делать. А он нерешительный, он вообще никакой. То есть он не дает вам никакой уверенности в нем. Ну, поэтому тут как бы, что с ним делать? Ничего, кашу с ним не сваришь. Скорее всего, вы не захотите с ним продолжать отношения. Хотя будет еще шанс, да, побороться как бы за отношения. Вы еще можете, вы знаете, вы можете еще восстановить отношения, вы можете помириться, будет встреча, все нормально, опять поссориться. Вот так вот, будет, пока еще нет конца. Ночью написал, потому что страдал, потому что захотел повеселиться.
потому что захотел какой-то радости в свою жизнь. Что-то такое, знаете, какая-то отдушина, радости, что-то душу отвести, поговорить. Дома что-то... Дома что-то тяжело. Короче, у него дома что-то произошло, поругались, да, что-то там психанула у него девушка, женщина, жена, вот. И, короче, психанула, и он такой, нет, все, я хочу отвлечься, я хочу расслабиться, мне нужна любовь, мне нужно там, знаете, беззаботное такое общение. И он поэтому вам... А здесь вам говорят, вам придется выбирать, смотрите, между двух мужчин. Здесь двое мужчин, и как бы влюбленные. Видите, и вы, ну, то есть двое мужчин будете выбирать. Здесь у вас будет такой выбор, что вам придется выбирать. А вы выберете мужа, потому что он вам, вы его нет, скажете нет, все. Потому что с мужем как-то стабильность у вас, стабильность вам дает. Он повеселиться хотел, он хотел от вас напитаться, понимаете, у него там не ладится, ему хоть откуда-то энергии взять, на него, они там поругались, что-то там это не очень хорошее, какая-то стычка произошла, и ему захотелось ну, восстановить свои силы, понимаете, как мужчина, самоутвердиться, восстановиться, они идут туда, где их любят, вот туда, вот это, если дома что-то не ладится, идут к любовнице, например, да, и там наполняется, там хорошо, никто на него там не грузит, ничего не давит. А в этот бац ему щелбана такого, он такой не ожидал. Как-то вот... Да, тут тяжелые отношения у вас, тяжелые. Здесь нет такого, что все гладко и хорошо. Здесь, конечно, тяжело. Да, могут быть. Ну, здесь им приятные моменты тоже могут быть вот при этом общении. Здесь говорят, что хоть и вам может быть и хорошо вместе, да, но здесь говорят, здесь когда-то придется принять решение. Потому что кто-то может узнать о тайных отношениях, да, и видите, тут может пошатнуться ваша стабильность и спокойная жизнь. Ну, все, тут что-то не показывает ничего конкретики больше. Вот. Качели, бесконечные притом качели. У вас нет определения, вы так и будете в ожидании, вот все время у вас общение такое, вы все время ждете, и нет определенности. Вот такие отношения. Вот всегда. Вот с этим человеком так. Вот ты такой человек, я не знаю. Это такой человек. Он думает, что это нормально, типа того. Главное все держать под контролем. Вот так. В мае что-то будет такое, и там может разрешиться ситуация, вы поймете, стоит, не стоит. Будет какое-то предложение от него, да. Предложение будет какое-то, вас оно может не устроить, то, что он вам скажет, это предложение может вам не понравиться. Ну, вот не знаю, что вы будете с ним делать. А вы скажете, а у меня встречное предложение, да? То есть не надо думать, что только он может что-то предлагать. Вы сами тоже предлагаете. Вот. То есть, ну да, тут можно. Нет, тут все равно. Тут вроде как можно сохранить отношения, но все равно потом придете к тому, что захотите разойтись. А потом опять сойтись. А потом опять. Ну, короче, вот это так и будет. Не знаю, пока что что-то вот нету тут никакой стабильности. Все время будете с ним бояться чего-то. С ним бояться будете.
страшного, что-то будет неуверенность. И переживать, эмоционировать. Он вас на эмоциях всегда будет выводить, всегда. Если ты хочешь, говорить, что было все, совет такой, что вот просила, какой совет же вам карты могут дать. Если ты хочешь, чтобы было как раньше, да, ну продолжай, говорит, ничего не делай, если хочешь. Оно так и будет, вот как раньше. Все без изменений при том. Да, так и будет. Тут есть и хорошие моменты, и такие, когда нужно принимать какое-то решение. Ну, то есть разные будут. Тут может быть и хорошо вместе, и мучительно. Вот так вот. И хорошо, и мучительно. Какая-то такая ерунда. Я не знаю, почему нельзя поговорить и все вот это вот объяснить и рассказать, да? Вы уже, кстати, думали, да, думали о том, что все, это уже все окончательно. Окончательно бесповоротный конец. А он думал, не, время пройдет немножко, время пройдет, и я, говорит, опять заново. Угу. Приеду, примчу и, короче, все равно, ну, какая-то вот политика в голове такая, его мысли такие. Он думает, что это нормально. Остались, появился, исчез, появился, вот как-то вот непонятно. Он как будто, если у него что-то не получается, он хочет к вам. И он думает, что если он не будет вам писать, звонить и вот это все, знаете, общаться, то вы соскучитесь, и вы будете более нежны с ним, так сказать, более открыты и примете его с простертыми объятиями, потому что скучали. Как-то вот так вот. Вот, смотрите, подсказка. Вам делайте все радостно и легко. Вот вам даже говорят. Делайте все радостно и легко. Радостно и легко. Вот. Добрый вечер, Ирен. Там в описании под видео у меня, по-моему, все ссылки. Сейчас я вам скопирую. Кто хотел донат отправить. Эти должны работать. И вам спасибо, Дашгрейн. Спасибо. Так, я зашла на донаты просто посмотреть. Посмотрела. Я смотрю по комментариям, сейчас отвечу. Админ Фокс, подсказка на волнующий вопрос, да? Ну, тут одна подсказка, поэтому я быстренько отвечу, потом Светику буду смотреть. Админ Фокс, вам подсказка на ваш волнующий вопрос, да, внутренний вопрос. Анжелика 46, сейчас подсказка для вас. Смотрим. Вкладывайте деньги в мечту. Будьте, вам говорят, вкладывайте деньги в мечту, горите мечтой, живите мечтой, думайте о своей мечте. Думайте о себе, о вашей мечте. Вкладывайте деньги в мечту, если что. Так, Светику смотрим. Сейчас вопрос. Если у кого YouTube плохо идет, зайдите, пожалуйста, в мой телеграм-канал. Там я закрепила ссылку. Просто здесь человек тоже пишет, что не может зайти на эфир. Там прикрепила ссылку, прям сняла видео, файлик приложила, который нужно скачать, установить и просто включать перед тем, как вы открываете YouTube. Нажали, он работает, все, YouTube включили, он у вас вообще тормозить не будет. Вот, я уже говорила про это. Если надо кому, вам так удобно будет. Вы прям в прямом эфире сможете общаться. Просто кто-то не знает, вот, поэтому, если что, можете мне в Телеграме написать, если будет непонятно. Ну, там прям видео. Маленькое, небольшое. Так, для Светика смотрим его мысли.
мысли. Его мысли. Ну, слушайте, Светик, в мыслях он у вас очень сильно желает, жаждет просто, безумно желает и очень вас любит. Здесь переполняет эмоции, здесь любовь вперемешку со страстью. Видите, здесь просто вот хочет окунуться с головой в отношения с вами, в близкие очень-очень отношения под одеялом. Вот. Здесь вот такие вот мысли. В мыслях он просто, у него там огонь просто в мыслях, как вы будете любовью друг друга просто одаривать. Это он же, сейчас посмотрю, это он же. Он думает, что у вас кто-то есть, что ли? Что-то я не понимаю, не понимаю. Потому что он тут хотел бы контролировать ситуацию, да, потом выходит мужчина, еще один, почему-то с женщиной. Может быть, это кто-то у вас есть. Почему он думает? Какая-то пара есть, не знаю, почему про это он думает. Какая-то есть пара, которые друг от друга зависят. Вы это не вы. Не знаю, может быть, и вы. Это как будто зависимая любовь, зависимая. Когда нужны друг другу, когда один нужен другому. Какие-то действия, слушайте, ну, действия он пока, если и будут какие-то совершать, то вам не понравится. Или, может быть, он в голове прокручивает, Светик, какие действия он хотел бы делать. Но видите, здесь все действия, которые приводят к разочарованию. Это вот не устраивает, еще думает, это тоже не устраивает, и думает, ну, как бы вообще ничего не могут тогда. Результат, в общем, будет не тот. Очень много размышляет о том, как действовать. Не знает, как действовать, не знает, как действовать, но скоро решит. Думает, очень много думает. Он приедет и поговорит как будто. Будет разговор. Сейчас проверим, не работает ссылка. Засранцы. Не работает. Все ссылки полетели, короче. Извините, сейчас я зайду кое-куда, гляну. Гляну. Сейчас я вместе с вами пройду по этим ссылкам, проверю. Вот ссылки. Блин, вот они. Прошу прощения. Это вот что-то с этими ссылками. Видимо, везде так полетело. Везде все полетело. Короче, закрепила я, если что. Вот. Для Светика дальше смотрим. Он вообще, блин, я не знаю. Здесь нет определенности. Он хотел бы, ваш мужчина, Светик, хотел бы хорошую семью в будущем. Он тут как бы замысел хороший, мысли хорошие, действия хорошие. В действиях вот будет у него хорошая семья в будущем. Он хочет этого. Но пока он не знает, как это реализовать. Видите, он тут сам себя обманывает. Он думает, он, видимо, думает, что его будут контролировать, что над ним жена будет давлеть, так сказать. Вот. И он немножко этого как бы сейчас остерегается. Ну, он может сам себя обманывать, потому что он может накладывать на вас какие-то, знаете, качества, которых у вас, может, и нет. Но просто в жизни он с этим сталкивался. Сам себя может обманывать.
Ну, тут нету таких действий, потому что, видите, здесь он думает, очень много думает. Пока что действий нет. Что-то он на другой колоде еще. Никак нету действий. В мыслях страсть, просто страсть и любовь переполняет вообще просто. Мозг отключен. Здесь только чувства и желания. Он не может определиться, смотрите. Он расстроен. Что у него в мыслях? В мыслях он расстраивается, что не может совместить вот эти вот два удовольствия. Два удовольствия, какие это вот свобода и не свобода. Это как бы легкие отношения и серьезные отношения. Он думает о том, что как жаль, что это нельзя совместить. Как жаль, что вот когда люди начинают жить вместе, там женятся, расписываются, то теряется вот эта свобода. Он думает, что в отношениях нет свободы, нет легкости. Вот это его расстраивает. Такие у него мысли. Вы знаете, Светик, он чувствует, что вы его не будете долго ждать. Видите, если он будет вам нервы-то мотать долго-долго, отдирать подвешенное состояние, вы как-то с ним все скажете, что это за безобразие. Вы перестанете ждать. То есть здесь нужно работать над отношениями, нужно вкладываться. Да, чтобы сохранить отношения, нужно действовать по-другому, не так, как он действует. Нужно здесь принимать решения, сохранить отношения. Знаете, он хочет сохранить отношения, но как будто думает, что вы поставите какие-то свои условия, вы будете против. Не знаю, почему он так думает. Ну, типа, у вас будут какие-то условия для него. Тут вообще у него сомнений. То есть вам что тут нужно, чтобы вот наладилось у вас все? Здесь, знаете, здесь очень много пустот, что ли, которые нужно заполнить. У вас как будто нет понимания в чем-то. В будущем, может быть, в семье, как будет, потому что он думает, что будет так на своем опыте, а вы, может быть, думаете по-другому. Здесь все-таки нужно обсудить какие-то моменты, где у вас несогласие, где у вас разные взгляды. Эти моменты нужно обсудить. И грамотно, аккуратненько это все обговорить, донести до партнера. Вот здесь так. Очень много хочет сказать. Ну, очень много хочет сказать. Почему не говорит? Есть чего-то, что вы не знаете. Он хочет вам это сказать. Не решается. Очень хочет, чтобы была любовь, романтика, свидания, вот эти встречи, какие-то мимимишки. Что-то такое вот. И очень хочет открыто это все обсудить, но почему-то не может. Может уходить от разговора. Почему не может с вами обсудить? Он боится. Он боится, что если он вам скажет о своих чувствах, да, то как бы все уже он делает, он признается в своих чувствах и будет как бы вот завоеван вами окончательно. То есть отдаст все право, не знаю, на всю свою жизнь вам, получается, вот так, все свои чувства вам, потому что если он вам признает, то есть все будет в вашей власти. И он этого очень сильно боится. Я думаю, почему он это не делает? Он боится этого очень сильно. Такая тяжелая у него в голове мысли какие-то, не может никак решиться. Возьмет ли он этот шанс? Нет, он опять будет тянуть. Вот, блин. Он нерешительный просто. Даже если вы
отдалитесь от него и прекратите отношения, он здесь как-то не сильно-то и будет бороться. Он тоже закроется, обидится, будет сам себя обманывать вот в этой нерешительности. Ну, потом он может захотеть восстановить отношения, да, когда станет перед выбором. Не знаю даже. Как будто если вы будете с ним, он так и будет сомневаться. Надо самой отдалиться от него. Надо самой отдалиться, взять там время на подумать, а сами в это время погуляйте с девчонками. Повеселитесь, займитесь тем, что приносит вам радость и удовольствие. Вот. Да, Ирена, можно по номеру телефона. В Телеграме тоже напишите, я напишу телефон вам. Мой номер телефона. Здесь даже не знаю, здесь такой парень, у него в душе какие-то вот, знаете, противоречия, сам себе противоречит. Он хочет счастливую семью, он хочет счастливых отношений, но он не хочет ограничений, он хочет, чтобы было легко, чтобы вот этот свежий воздух был вот в отношениях, чтобы вот была свобода. Он боится, что вы начнете ему все запрещать. Сюда не ходи, с этими не разговаривай, много не пей, я не знаю, что-то такое. Ревновашки начнутся. Ну, потому что у него, говорит, было такое в прошлом, было в прошлом. Вот он из-за этого своего прошлого, вот у него в голове зациклился. Это же не все, да, вот это закрылся, прям карта подружка выпадает. Поэтому он закрылся. Но он хочет счастливую семью, он хочет. Скажите ему так. Ты чувствуешь, что нам вместе хорошо, да? Ты чувствуешь, что там я твоя родная душа, да, там вот мне с тобой там хорошо. То есть расскажите о своих чувствах, что мне с тобой классно, тебе как со мной. Как ты хочешь там продолжать отношения? Как бы ты хотел, чтобы наши отношения складывались, да? То есть постепенно надо разговаривать и строить отношения, а потом сказать, ну что, как бы, давай, делай выбор. Будем дальше как бы общаться или нет? То есть тут надо о чувствах поговорить. Но все равно как-то вот. Вот вам для прояснения вообще отношений, для прояснения, что вы честно могли поговорить открыто, научиться разговаривать. Чтобы вы, да, научились открыто разговаривать, вам для этого дан. Что вы честно могли взаимодействовать, не боясь потерять, потому что у вас зависимость друг от друга, вы боитесь потерять друг друга, в то же время боитесь быть вместе. Но это он вот боится. Вот. Не боясь потерять вот это счастливое, то, что может быть у вас. То есть нужно честно, открыто разговаривать просто. Научиться с ним. Здесь какой-то такой вот у вас. Показывает дальше. Надо с ним сначала решить этот вопрос. Ты говорил, что женщинам нельзя признаваться в чувствах. Вы правильно, да, делаете, что решили отойти в сторону, заняться собой. Он нерешительный, он боится, он вот, понимаете, он вот этот свой страх и прошлый опыт, да, каких-то неудачных отношений, или где-то он что-то видел, или это с ним произошло, да, он перекладывает на вас. Вот вам охота отвечать за какую-то другую женщину или за других женщин, когда вы вообще не виноваты, ничего не сделали. Вот как-то вот здесь так вот, как-то несправедливо. Вот это вот как-то нехорошо. Поэтому то, что решили заниматься собой, занимайтесь собой. Становитесь еще краше, пусть обзавидуется. Общайтесь с другими мужчинами, если он вам не дает, знаете, стабильности, не дает уверенности в завтрашнем дне, то вы можете общаться с кем угодно. Поэтому можете заводить себе других кавалеров. А так он вас будет так и держать в подвешенном состоянии. Он сам не может разобраться в себе. Он сам сомневается. И вот мешает, вот эти мысли мешают ему, его же жизни. То есть и он вас мучает вот этими своими сомнениями. Вы же не хотите за кого-то
отгребать, как бы вот так вот, да, вы же хотите, чтобы нормально к вам относились, что это такое, он не может отсоединить там вот свои чувства от прошлого к вам, да, то есть вы совсем другой человек уже, вот, вы еще ничего такого не сделали, а вы же тут напридумывал, ну, как бы это неприятно, что-то прям вообще у него тут не идет, что он может это вот решить этот вопрос. Он все равно будет думать в нерешительности вообще какой-то. Даже если вот вы уйдете, видите, он нерешительный, он не может дать вам будущего, определенности. Видите, насчет серьезных отношений он вообще никакой. То есть, ну, не может он вам дать. Никак. Потому что, ну, зачем он свое перекладывает на вас? Пусть решит свои вообще внутренние вот эти все. Вы же не перекладываете на него там, что вот все мужики такие, и ты такой, да, вот и ты такой, все. Вот что не дел... Ты еще ничего не сделал, но ты уже такой, это же неприятно. Ну, что-то вот неправильно, неправильно тут. Не хочешь разговаривать, все, идите, занимайтесь собой, не тратьте свою жизнь, просто вы живете его жизнью, а он вообще не знает, как жить. Он и вас дергает. Поэтому, да, вот говорят, открыла, идите в новое, сбросьте это все с себя, не тащите на себе все это, идите и там посмотрите, что будет дальше. Говорят, он примчит, прикатит, приедет и вообще. Ну, это один из вариантов, возможно, да. Но не факт, что он вам предложит официально. Он может приехать, чтобы вас удержать, но опять же может разбить вам сердце. То есть ничего не обещать. Это такие отношения, когда он вас не отпускает, но ничего вам не предлагает. Вот именно, что он отмалчивается, вот, но ничего не предлагает. Вроде бы свой родной человек, вроде нормально могли бы общаться, да, но он вам ничего, никакого будущего не может дать. Поэтому здесь не тратьте свою жизнь как-то на него. Если захочет, то он сам к вам приклеится. Ну, лучше, да, не тратьте жизнь, занимайтесь собой. Здесь что-то прям нестабильный, он вообще ненадежный. Ну, по крайней мере, пока он это не решит в голове своей. А вы кого-то, знаете, отгребать, зачем вам это надо? Вы потом еще, знаете, ему в отместку еще скажете, а что, я просто так, что ли, тут получаю? Сейчас я тебе устрою. Так, что ты там не хотел, чтобы у тебя было? Так, сейчас у тебя это все будет. И будет от меня, чтобы не просто так. Просто придете к этому потом. Так, Светик, сейчас вам подсказка. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. Просто, знаете, бывают такие отношения, когда вы вот вкладываетесь в мужчину, вкладываетесь, так сказать, лечите его, вот эти раны, а он бац потом с другой женщиной все хорошо, у него нет никаких проблем. То есть бывает такое, думаешь, блин, ну не знаю, тут, в общем, посмотрите, пока что тут нет определенности вообще никакой с ним, он вообще не может решиться ни на что. Он свою жизнь-то не может решить, а ваш туда колебать. В общем, спасибо вам, что написали ваш вопрос. Я уже так и сяк думала, посмотрю, нет, он все равно такой, что ну никак. Сейчас я в Телеграме. Ой, сейчас я отвечу Ирине в Телеграме. Ага, угу. Я не могу отправлять сообщения для Ирины в Телеграме. Не могу отправить. Вот это отправлю, потом удалю. Потом удалю. Там есть один партизан. Благодарю вас, Светик. Хочется, конечно, весны и стабильности, и постоянства. Если уж мужчина, то любящий. Вы знаете, нет, так все, вот живите своей жизнью. Если он захочет, он сам придет к вам. Притом, когда вы расцветете, он уже вам не нужен, вы, ну, это так-то с ним. Пусть разберется сначала сам, вот тогда уже будет что предложить. Ой, сегодня как тоже видела, как старенькая бабушка такая приходит в аптеку, а там старенький дедушка говорит, ой, говорит, подходите сюда, я вас тут угощу, у меня там какие-то таблеточки, что там там пьет, у меня тут вот это вот есть. Бабуля такая говорит, видишь, заигрывать со мной решил. Сначала меня в собес своди, рассаду мне купи, там то все сделай, а потом уже заигрывай. Пошла такая. Вот так что вот так вот.
То есть сначала в своих там делах разберись, а потом что ты мне можешь предложить? Ну, рай в шалаше, это, кстати, это не рай. То есть мужчина должен быть стабильный, тогда нам будет хорошо, тогда мы можем расслабиться. А если мы расслабимся, мужчине будет хорошо. Если мы не можем расслабиться, будет плохо всем. Вот. Так что так. Сейчас я дальше чат посмотрю. Ой. Более, конечно, такой нужен серьезный, ответственный. Кстати, не зависит от возраста мужчины. Мужчина может быть и в 40 лет безответственный, а может быть и в 25 ответственный. То есть как бы это не зависит от возраста. Наталья Данилова, будет ли встреча? Напишите подсказка. Я вам подсказку дам бесплатно на этой колоде. У нас вопросы же за донаты. Сейчас я посмотрю донаты, кстати. Потом обратно в чат. Нету донатов. Так что так. Учить мужчин неохота, хочется уже с ними расслабиться и отдыхать. Пусть их жизнь сама учит, знаете, а к вам они уже приходят наученные. Вот тоже. Ой, вопрос пишите. Ирина, пишите вопрос. Напишите, где вы можете. Можете в Телеграм написать лично вопрос, вот, а можете написать в чате, где вам удобно будет. Просто где удобно будет, да. Потом в чате удалите, если что. А то там у нас в чате 8 человек, по-моему. Я просто лично не могу вам в Телеграме, почему-то там это такой вот, как это называется, там, замочек, то есть к вам нельзя написать. Ага, сейчас для Ирины смотрю. Так, значит, потом будет 10 посланий из будущего, когда я закончу все вопросики. Мысли, его мысли к вам. Его мысли к вам. Светик, благодарю вас. Удачи вам, всего хорошего. Цветите и пахните. Да. У вас впереди счастливое лето. Главное, думайте о себе. И вообще весна, лето, и вообще все нормально будет. Для Ирины, смотрю, для Ирины. Его мысли. Ой, он вас очень сильно желает. Вы для него очень такая, знаете, внешне привлекательная. Вот внешность такая, знаете, что он смотрит на вас и вас хочет прям. Потому что вы для него такая вот, у вас есть то, что притягивает. Вот такое женское, такое вот что-то такое вот. Хочет вас прям, хочет, не может. У него прям там все прям вот готово уже. Что все. То есть вы нравитесь этому мужчине, Ирина, прям вот полностью с головы до пяточек. Ему нравится, как вы выглядите, как вы себя ведете, вообще ваш характер нравится, внешность, то, что вы за собой ухаживаете. Вы, видимо, за собой ухаживаете, потому что он это замечает. Ему нравится, как вы за собой ухаживаете. Вовремя там стрижка, волосы красите, одеваетесь красиво, да. Не обязательно там дорого-богато, да, как говорят, а просто ухоженная. Вы ухоженная, красивая женщина. Может быть, вы еще спортом занимаетесь, потому что, не знаю, вот фигуры ему тоже нравятся ваши, потому что к вам прям тянет, прям вас хочется, прям хочется вас. Да, Светик, сейчас я отвечу Ирине, потом вам. Так что вот страсть к вам, Ирина, страсть. Он бы, кстати, многое хотел бы вам сказать, но молчит. Может за вами наблюдать в соцсетях. Но знаете, тайна. Ну, по крайней мере, будет стараться, чтобы вы об этом не узнали. Не хочет опозориться. Как бы, ну, что, это я, да еще буду там, что-то мне надо, да ничего мне не надо. Вот, как бы, может не говорить об этом. Хотел бы встретиться с вами.
хотел бы каких-то отношений, знаете, хотел бы куда-то мчать с вами, чтобы волосы развивались, да, и вы ехали там в карете так. В общем, он хотел бы с вами встретиться, каких-то отношений, взаимодействия, связи какой-то хотел бы с вами. Вот просто с вами поговорить, в кафешке посидеть, пообщаться, вот какое-то такое общение он хотел бы, свидание, общение. Вы ему очень интересны. Поговорить, что-то обсудить. Житейское такое, что-то такое. Куда-то поехать вместе. Ну и вообще хотел бы к вам приехать и встретиться. Хотел, ну, встречу хочет прям. Действие до конца мая, ждать ли от него действия до конца мая. Вот здесь говорят, ну как бы, ну, вроде как нет. Здесь такая карта, или его действия могут измениться, да, или нет, тут смерть выпадает, тут смерть, тут холодность, наоборот, отчуждение, здесь нету действий. А как будто, знаете, он ждет действия от вас, как будто в июне будут действия с вашей стороны почему-то. Вы как будто своим, знаете, поведением располагаете его к себе. Вы вроде бы ничего и не делаете, вы не пристаете к нему, не флиртуете, нет. Вы просто ведете себя открыто с ним, по-дружески, вот так открыто, вы его там, то есть ни глазки не строите, не флиртуете и в то же время не отталкиваете, а просто как со всеми разговаривать, так с ним, доброжелательно. Вот, как-то вот это вот его притянет, то есть как бы, ага, значит, вы к нему нормально относитесь, он вам не противен, да, вам с ним комфортно общаться, вот так вот как-то вот, то есть как будто действия от вас пойдут, но такие действия ну как, неявные как-то вот. А как действие сам, он будет ли действовать? Нет, он не будет, ну тут никак не будет, он будет заниматься работой, он ничего не будет делать, он делать ничего не будет, в мае вот ничего не будет делать. И в июне тоже, скорее всего. Но в июне тоже ничего не будет делать. Он потому что считает, что вы, как видите, от него закрыты, он не может к вам приблизиться, потому что это опасно. Безопасное расстояние — это расстояние определенное. То есть вот к вам нельзя приближаться. Да, к вам нельзя приближаться, потому что что-то тут может все пойти не так. Может рухнуть. Да, он не будет открываться, он не будет проявляться, он не будет вам ничего предлагать, потому что он будет бояться, что у него все рухнет просто. Со своей женщиной там может все рухнуть. Вот. Не будет проявляться пока. Ну, я спросила паузу, или, ну, тут как бы не показывает конец. Сейчас на другой колоде посмотрю. Здесь как будто вы еще можете встретиться. Пока что он держится на расстоянии, да? Но в будущем все равно можете как-то пересечься в общей компании. Компании друзей, коллег, что-то такое. Как будто он боится, что кто-то узнает, поэтому держится на расстоянии, да? И вот и пока что себя сдерживает, хотя очень вас желает. Вот что не стоит, не стоит. Сейчас посмотрим на этой колоде. Ну, еще долгое время будет закрываться от вас. Долгое время. Вам это не понравится. Да. Видите, еще долгое время он будет закрыт от вас. Надолго это. Блин, пауза все-таки или нет? Блин, тут не показывается, что будет конец. Здесь как будто просто на долгое время вы перестанете общаться, отдалитесь друг от друга, да? Потом какое-то время все равно будет о вас думать, вспоминать, потому что вот он тут, вот. Он все равно мысли о вас, но пока что никак. Да, он хочет контролировать свою жизнь, и на двух стульях он усидит. Он боится, что не усидит. Да, боится, что что-то...
Можете пересекаться, да, можете пересекаться. Можете пересекаться, даже если вы будете избегать. Здесь можете пересечься все равно неожиданно как-то можете пересечься. И при том намного быстрее, чем вы ожидаете, можете пересечься. Но это не значит, что как не говорят, не нужно за него бороться. Здесь не нужно за него бороться, как будто здесь вам говорят, да, то, что вот за него бороться не нужно с другой женщиной, не нужно говорить. Здесь, говорит, наслаждайся тем, что есть, если будет, будет, нет, так все, разрушай, говорит, всё, заканчивай. Здесь как-то вот так вот. Здесь как будто у него там изменения произошли. Там у него могла быть беременность. Не факт, не факт это. Может быть, какая-то новость очень радостная в семье, может быть, забеременела. Что-то такое, знаете, что-то новое или в семье там. Поэтому он хочет немножко отдалиться. Чтобы не разрушить брак. Хочет отдалиться. Это для него очень тяжело сделать, потому что он вас постоянно думает. Постоянно думает. Здесь какое-то событие, я не знаю. Какая-то новость у него, смотрите, вот у него то, что сейчас происходит, какая-то новость очень радостная, видите, тут как будто здесь, ну, может быть, не связано с этим, может, связано, может, куда-то поедут отдыхать. Но здесь, если нету детей, тогда даже не знаю, тут какая-то новость. И он не хочет это потерять. Что-то у него там, что-то он приобрел такое хорошее, что не хочет потерять. Если не дети, даже не знаю. Тоже опять показывает. Показывает мальчик, не знаю. Или это новость касается касаемая чего-то. Какая-то новость, не знаю. На родину собирается к родне. Он как будто, знаете, не хочет, чтобы кто-то что-то узнал. Чтобы эта радость была радостью, то, что у него есть, чтобы это не пропало. Боится потерять то, что у него есть. Что-то свое. Не показывает конца, вообще не показывает, потому что он еще будет проявляться. Здесь не показывает конец. Я смотрела и так и сяк. Не показывает. Вы можете его отправить в сад, вы можете там на эмоциях что-то там сделать, скажете, ну все, не хочешь, как хочешь. Вот, то есть вот тут вот карты выпадали, то, что ты не хочешь приезжать, да, ну как бы не хочешь больше встречаться, да, ну и ладно, типа, все тогда. То есть на эмоциях вот так резко, неожиданно можете сказать, что все, больше не звони, не пиши, и все, я тебя блокирую, я тебя не знаю, и все. То есть резко, неожиданно вы можете так вот, кстати, сделать, спылить, но он нет. Он почему-то нет. Он о вас думает, и он вас не может оставить. Ну, у вас какие отношения могут быть? Могут быть отношения, да. Но они будут ограничивающие, да, ограничивать вас и его. Ограничивают вас и его, да, такие отношения. Те отношения ограничивают и вас, и его в жизни, в финансах, в наслаждении, которые в итоге все равно как будто здесь как будто отношения придут к своему концу, ну, осознанно, как будто все к этому шло, как будто уже все сошло на нет, вот так вот. Идет вот так все. Вроде все нормально, потом ты чувствуешь, что все уже сходит на нет, на нет, на нет, и думаешь, ну все, как бы, что делать? Ну, как бы я это чувствовала так вот как-то. Я заблокировала.
Вот. Ну, вы прислушайтесь к себе прислушивайтесь, главное, как вы чувствуете. Вот. Если вам люди нервы мотают, просто не нужно. Когда мы ждем мужчин, мы живем их жизнью, мы их ждем в ожидании. А так не надо ждать. Подсказка для вас. Проявляйте активность. Ну вот видите, проявляйте активность. Здесь, кстати, проявлять активность в том смысле, что общайтесь, не закрывайтесь, а с другими людьми. Он один на свете, знаете ли, вот. Не он один такой, их много, вообще много. Хороших мужчин еще больше, да? Хороших мужчин много. Они прям рядом, вокруг. Вот. И всех вы их замечаете, и они вас замечают. Так что... Так, Светику сейчас буду смотреть. Спасибо, Ира, сейчас. Так, все, только этот вопрос получается. Что ждет личной жизни этим летом? Что ждет личной жизни? Не знаю, мне кажется, Светик, у вас в личной жизни летом все будет хорошо. И какая-то легкость. Платье, может быть, даже наденете. Легкость какая-то. Будет много радости, смеха. И я пока не вижу рядом с вами такого вот мужчину. Такого. Вам как-то будет, вы будете в компании, девчонки. Легкость такая. Кайфаните вообще от жизни. Независимо от того, что, кто вокруг. Вы будете притягивать взгляды, когда вы счастливы сами. Вот тогда на вас будут смотреть. И притом все, и девчонки, и мальчишки. Что идет для жизни? Поездки. Вас ждут неожиданные поездки, Светлана, в личной жизни. Неожиданные встречи могут быть, неожиданные поездки. Куда-то можете поехать, к вам неожиданно кто-то может приехать. Приехал такой парень какой-то новый, да, раз вы с ним познакомились и будете думать, а что ж дальше делать-то, быть с ним, не быть, он вас, может быть, даже позовет к себе, скажет, так, я издалека, вы будете думать, ну, надо вам это, не надо вам это, на расстоянии. Вот, честно ему об этом скажете, то есть, как бы, я тут не собираюсь тебя ждать, ты там фиг знает откуда и что ты там делаешь, то есть я с тобой, то есть у вас вот такая будет ситуация, то есть с кем-то познакомитесь издалека, неожиданно, но вы не станете с ним, потому что вы ему честно скажете, что как бы вот любовь на расстоянии как бы, ну, невозможно для меня. То есть это как бы нет. И расстанетесь, да. Он себя почувствует немножко обиженным, но через какое-то время еще будет у вас такая большая радость, потому что здесь будет общение, флирт, какие-то встречи. У вас как-то тут много общения летом, много общения. Может быть, какие-то праздники, какие-то вот такие дни рождения, может быть, вас ожидают. Что такое вот? Если вы будете пребывать вот в этом разочаровании, себя жалеть, там лучше, тут хуже, что-то сравнивать, да, то вы будете себя ограничивать. Не ограничивайте себя. Не думайте, когда вам грустно или что-то вы там начинаете копаться в себе, вы резко меняете это настроение, начинаете действовать, двигаться, вкладывайтесь в себя. Если вы не будете хандрить, вы тут будете, знаете, все взгляды будут на вас. Все взгляды на вас. Вы наполнитесь. У вас будет такая легкость, будете полны сил просто. Все, ну, не знаю, горы свернете, знаете, вот играючи так. Легко. С помощью флирта, да, даже не флирта, я не знаю даже. Вот тут работы будет, конечно, много. С девчонками будете встречаться, корпоративы почему-то могут быть. Или, может, по работе будете встречаться, возможно. Здесь вы наполняете, здесь вообще классные карты. Летом у вас, ну, классно, ну вот по работе будете, да, работой заниматься, с девчонками болтать, встречаться, и вы будете, смотрите, тут и сила, императрица, вы тут вообще наполнитесь капитально. Мимо вас вообще не сможет пройти ни один мужчина. Будет осматриваться, заглядываться. То есть
У вас тут очень хорошее наполнение будет летом. И смотрите, если человек захочет быть с вами, он будет с вами. Не нужно его тащить на свидание. Не нужно. Если человек не хочет, то не нужно. Да, это про того, про которого вы подумали. Я просто думала, может быть, он изменит. Нет. Новые знакомства. Новые знакомства у вас могут быть. Вы знаете, как будто вы поймете, чего вы хотите. У вас, во-первых, появится желание жить, появится быть яркой. Вы начнете мечтать. Очень много мечт. Очень много задумайтесь о том, чего вы хотите. Уйдете от ненужных людей, знакомых, страданий, все такое. Пойдете в кайф как-то, вы знаете, разрешите себе кайфануть. Уйдете от нравоучений вот этих, туда не ходи, сюда не ходи, как правильно вот эти вот от этих правил уйдете, разрешите себе больше. Начните себя баловать. За последствия не переживайте, все будет нормально. Здесь нужно себя побаловать. Есть время, когда нужно себя побаловать. Вот. У вас будет мужчина впереди. Потому что, смотрите, когда вы уходите от вот этих вот правил, которые вам там навязывают, или вы сами соблюдали, типа, я буду делать так, и у меня всю жизнь будет хорошо, нет, вы пойдете, увидите по дьяволу, пойдете там, разрешите себе все, ну, то есть, вы понимаете, что все. Я имею в виду, когда вы то, что себе не разрешали, запрещали, вы себе разрешите, вы себя отпустите, вы поймете, чего вы действительно хотите. Потому что бывают такие желания, которые мы скрываем, да, внутри. Это не обязательно что-то плохое. Это просто мы себя ограничиваем в чем-то, думаем, что это нельзя делать, да, или там могут кто-то посмотрит или подумает, что-то не так. Нет, вы будете одеваться и делать так, как вы считаете нужным. Не важно, что о вас подумают или будут говорить, потому что вы в этот момент счастливы. Видите, в будущем здесь у вас выпадает мужчина стабильный, серьезный, которому вот вы понравитесь. Он будет тоже спортивный, ухаживать за собой. И вы тоже здесь как будто в себя вкладываетесь. Тоже такая подтянутая, красивая. Вот. И вот приметит вас он. Он, кстати, может вам сказать, что вот с этим вот мужчиной не нужно его обманывать, не нужно ему в треугольники будут втягивать, потому что он вам даже сам скажет, что, возможно, у него был такой опыт, когда не выбрали его, ему было очень тяжело, сделали ему очень больно. Да. Возможно, это даже был его первый брак, где сделали ему больно, но сейчас он восстановился, сейчас у него все нормально. И вот он, кстати, долгое время мог как бы, ну, такое себе решение, сказал, что я не буду обращать внимание на девчонок, на этих женщин, да, вот хоть она и классная, но нет, я пока хочу побыть один. У него очень много размышлений было, он из одной энергии в другую переходил, деньги зарабатывал тоже. Предложит вам вместе жить, да. Может быть, скажет вам бросить работу. То есть давай ты не будешь работать, нефиг тут нервничать мне тут на этой работе, жди меня дома. Может это такое быть. Ну, это как вариант, это один из вариантов, что такой может быть вариант у вас впереди, если вы это выберете. Здесь какая-то легкость, наполнение, когда вы будете в ресурсе. Вы этот ресурсом, как будто вот вы напитываетесь ресурсом. Личная жизнь у вас будет летом. Будут такие, знаете, и не один будут мужчины, но которые, возможно, не будут устраивать вас. Но потом придет тот, который вас устроит. То знаете, будут у вас знакомы, то есть вы тут уже занимаетесь собой, привлекаете взгляды, да, и у вас будут мужчины внимание вам уделять, но они как будто не достают до вас, как будто, знаете, вы более опытные, они какие-то еще неопытные, что они могут предложить толком-то, да, что с ними делать, какие-то такие будут, которые типа ничего серьезного не предлагают, а потом придет тот, который предложит, и вы увидите его, вы его от других, ну,
выделите. Да, вот здесь придете к своим... Когда вы пойдете к своим мечтам, тогда и будет у вас желанное, долгожданное, вот это вот официальное, да, семья по судьбе, человек придет ваш, официальный брак ваш ждет. Когда вы пойдете за своими мечтами, когда вы пойдете, когда вы вот примете решение, знаете, когда вы уйдете от всего вот этого ненужного, примете решение идти за своими мечтами, вы как будто здесь жизнь под контроль берете просто. И все. И вот это все лишнее, ложь, самообман, это уйдет. Это уйдет. Вы поймете, все станет на свои места. И вы сможете построить хорошие отношения. Тут очень хорошие. Ой, любовь здесь надникалась. То есть любовь будет, да. Блин, ну вот тут какой-то человек будет еще, знаете, все равно здесь не сразу придет ваш человек. Потому что здесь какой-то летом придет человек новый, тоже придет новый, но с каким, знаете, что такое будет отстаивать, доказывать вам, доказывать, что вот женщины любят только деньги, что вот там им нужно только это. У самого денег нет, поэтому надо же так сказать, вот типа, вот, дорогая, вот. Я буду жить за твой счет. Не может же он сказать? Он скажет так. Женщине нужны только деньги. То есть вот такой будет мужик, но вы его отошьете. Блин, я хотела узнать, когда ваш уже придет, но до вашего будут еще такие, которые несерьезные, вы поймете. Которые, кто-то, может, будет вас втягивать в треугольники, кто-то вам не будет вообще ничего обещать. Вот. Ну, вы можете с ними проводить время, если захотите общаться, но вы не будете с ними общаться, нет. Вы скажете так, идите в сад, да, вы будете наполняться, вы выберете наполнение. То есть вы как выберете себя, так и выберете себя. Вы не будете тратить себя на этих мужчин. Будете наполняться. Да, и вы, блин, так наполнитесь, так кайфанете. Тут вообще вот эти вот, ну, я не знаю, тут классные карты. Классные карты, когда вы будете заниматься собой. Здесь даже удача будет на вашей стороне. То есть вы перетянете все хорошее на себя. Вы не будете думать о вот этих мужчинах, не будете зависеть мысленно от других людей. Вы будете кайфовать от себя, наполнитесь, и удача к вам придет. Все будет крутиться вокруг вас станет крутиться. Люди будут к вам приходить, вы будете те, которые вам не интересны, отказываться от них тут же, прям не будете долго думать. Не будете, потому что терять энергию, вы уже поймете, что терять энергию не хотите с этим человеком отдавать ему. Вот, будете ждать своего. Ну, там хорошее лето у вас. Но серьезных отношений летом почему-то нету. Пока что будут какие-то, ну, не те. Осенью, да. Осенью, возможно, да. Летом вы будете наполняться и учиться взаимодействовать с противоположным полом, грамотно их отшивать. И видеть, как они к вам относятся, что они вам предлагают. Вот здесь так. А потом придет ваш человек. Осенью. Здесь осенью. Стабильный мужчина просто такой вот. А эти, которые будут летом, вот выпадают, они будут вам что-то предлагать, какую-то фигню. Видите, вот такое вот. Да, будут, да, вы можете там повысить свою самооценку, да, вы можете там, то есть, можете даже пофлиртовать. Ничего больше, никаких свиданий, никакой романтики, то есть, как бы вот, все, пообщались там, как бы, все, пока. Все, пока. Ты как бы мне не подходишь, я дальше не хочу с тобой. Да, это потому что эти отношения слишком несерьезные, слишком обременяющие, вы прям это будете видеть. Ну, ты типа, ну, как бы не подходишь, мне вот так вот будет. Осенью ваш мужчина должен прийти, какой-то новый человек. Возможно, приедет откуда-то, видите, новый человек для любви. Да, этих летних, которых вы будете отшивать, это тяжелые отношения, вы прям сразу увидите, что они просто хотят кайфануть с вами, провести время и все. Вот.
новый. Ну, будет новый, но видите, не летом. Летом будете наполняться, отдыхать, вот, жить своей жизнью, а осенью придет. Вот как вы узнаете того самого, ему в прошлом разбили сердце, любимый человек. Любимый или человек, или друг, или близкий друг ему разбил сердце, так вы узнаете. И он долго не хотел идти в будущее, то есть не хотел общаться. Но потом резко, неожиданно понял, что надо кайфовать от жизни. Зачем страдать? Зачем переживать за то, что тебя кто-то там предал? Да ну нафиг, я, говорит, буду наслаждаться жизнью. Вот у него так. Но вот если будет выбор, стоять перед выбором, я, говорит, не буду выбирать. Вот. Ну, то есть у него как-то вот так тоже было там разбито сердце. Ну, нашел силу двигаться дальше. Тут как-то вот так вот. Хороший такой, стабильный, спокойный. Он не будет такой вот агрессивный или вспыльчивый, вот это все не будет. Или холодность вот это в нем не будет. Нет, он мягкий, он теплый. Он в то же время такой вот, он мужественный, приятный такой. Так, подсказка, подсказка. Не начинайте новое. Ну, не начинайте новое, да. Пока что наполняйтесь. Так что тут так. Будете приковывать к себе взгляды. На вас многие будут смотреть. Ой, спасибо, Светик. Ну, классно будет там, все нормально. Все пройдет, все будет хорошо. Так, давайте посмотрим послание из будущего, да? Я же всем вроде бы все ответила. 10 посланий из будущего. 10. Можете загадать любую цифру от единички до 10. И можете несколько цифр загадать. Может быть, вам несколько посланий захочется. Можете подумать о каком-то моменте в вашей жизни. Можно просто на сейчас, что вам нужно знать, послание из будущего. Или на какую-то ситуацию. Или там на что-то. В общем, подумайте просто в голове о чем-то там. Если ни о чем не хочется думать, то просто посмотрим послание. Давайте. 10 посланий будет. Цифра 1. Первое послание. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Это да, это надо. 2. Позиция 2. Двоечки. Перестань искать себя. Создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Чего тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. 3. Троечки. Побалуй себя. Сделай то, что дарит тебе радость. 4. Четверки. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Просто кто-то может не знать, что вам нужна помощь, и будет думать, ну типа все нормально, поэтому иногда лучше попросить. 5. Ой, 5. Все в жизни можно изменить. Если ты ничего не делаешь, чтобы изменить то, что не нравится, то ничего и не изменится. Просто сделай первый шаг. Сделайте первый шаг, кстати, и обстоятельства выстроятся так, как вам нужно. Возможности начнут приходить. 6. позиция. Отпусти свою обиду. Она делает тебя уязвимым. Это да. Если вы обижены, это чувство может вас контролировать. И не давать спокойно жить. 7. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. 8. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Вот, так что давайте вкладывайте в себя в знания. Впереди они вам пригодятся. 9. позиция. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. 10. позиция. Ты себя недооцениваешь.
Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. С вами все в порядке. Так, давайте посмотрим еще общий расклад, да, опять, что делать, чтобы неделя была хорошей, и что не делать, чтобы неделя была хорошей. Быстренько так глянем. Быстренько. 3 позиции будет, 3. Первая позиция. Так, у меня тут отключилось. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Первая позиция. Что делать? Угу. И что не делать? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Проявляйте свою чувствительность, проявляйте свою заботу, говорите о своих чувствах. Говорите не только о своих чувствах таких, которые положительные, что я тебя люблю, там, да, какой ты молодец, там, или что-то такое, да. То есть вы проявляете все свои чувства. То есть если что-то не нравится, говорите то, что почему я готовлю одна? Мне так нравится, когда мы готовим вместе, да. Или вот что-то там вас расстроило, да, вот вы скажите об этом, скажите, что вот это меня расстроило, например, я немножко там вот расстроилась или я устала. Говорите, тут нужно говорить о своих чувствах. Здесь да. Проявляйте свои чувства, говорите о своих чувствах, не говорите лишнее. То есть о своих мечтах не стоит трындеть. То есть сплетничать не стоит. Говорить о чувствах, да. Вот, и здесь у вас коммуникация с людьми такими приятными, когда чайку попить, поболтать, как у тебя там дела, вот такое вот общение, много общения вот у вас, это да. Что не следует делать, не следует человеку ставить какие-то условия, говорить правду в лицо, говорить, да ты там что-то такое, типа, да у тебя там, ну, что-то такое, знаете, вроде вы правду сказали, но сделали ему очень больно этими словами, да, не нужно этого говорить. Если хотите сказать, то скажите как-то мягко, обтекаемо, или намекните, чтобы он как-то понял, или вот, знаете, ну, то есть не стоит, или сами поправьте. Что-то у него там где-то вылезло, там где-то что-то, да, торчит, поправьте аккуратненько. Там, ой, там у тебя вот раз, там пылинку сдуло, там что-то. Ну, то есть корректно, вот, не говорите все в лицо. Так, вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая, чем-то жертвовать, научиться чем-то жертвовать. Вот, научиться жертвовать временем там, да, потому что, например, нужно учиться, да, или нужно забрать детей из садика, у кого что там, да, вот, или нужно остаться поработать после работы. Здесь нужно научиться жертвовать, и нужно научиться смотреть на ситуацию с другой стороны, больше наблюдайте. Наблюдайте, да. И здесь, знаете, если нужно уступить, то уступить. Если вы можете, если вам не сложно. Здесь как-то сильно активных действий нету, здесь больше наблюдения и чем-то жертвовать, как будто вот пойти на уступки, то есть вот на компромисс. Вот, например, вы договариваетесь что-то, да, дома там с кем-то, со своим партнером, там, с подружкой, там, с коллегой по работе, неважно. И вы идете на компромисс. Это как бы получается, вы как будто жертвуете чем-то, да, вы уступаете тому человеку, но в то же время как бы это не совсем, вы не сдаете свои позиции, просто это компромисс как бы. Вот так вот. Что не нужно делать? Не нужно очень много эмоционировать, не нужно размахивать руками и говорить, ты не прав, я сейчас буду плакать, чтобы тебе было стыдно. То есть не нужно манипулировать, вот это все, не нужно вот эмоции свои через край вот эти проявлять. Не нужно, да, манипулировать, чем близкими людьми не стоит вот этого сейчас делать, не эмоционируйте. Как-то так вот тут. Не обижайте близких своих. Так, сейчас третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая? И что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Делайте то же, что и делали раньше. Знаете, старайтесь на этой неделе наполняться, расслабляться. Да, вот это, как-то, знаете, более спокойно относиться ко всему. Наблюдайте.
Заботьтесь о своем здоровье. Не переживайте, подумайте, нервные клетки не восстанавливаются, ничего не знаю, я вся спокойна, да, что-то такое вот. То есть здесь не нужно переживать, не нужно никакие качели, горки, здесь все стабильно, ничего лучше не планировать. Вот все как идет, так идет. Здесь как будто наполняйтесь вот за это время. Вот. Ну, никаких новых изменений не стоит вносить пока что. Что не стоит делать? Не стоит, знаете, проявляться активно, ругать кого-то, ты это делаешь не так, наставлять, типа вы наставляете, но вы читаете мораль для другого, то есть ему это не надо, то есть не ругайтесь, не повышайте голос, не учите там кого-то как надо, вы же знаете лучше, не давайте советов, вот как-то вот так, агрессию не проявляйте. Вот. Ваш ум, конечно, и опыт это классно, вы очень много знаете, но другим в это время это не нужно. Вот сохраните свою энергию, наполнитесь лучше. Не оценят, не оценят, короче. Вот здесь так. Вот, спасибо. Так, давайте посмотрим. Ну, все, наверное, да, всем подсказки дала. Сейчас посмотрю еще донаты. Все, донаты всем ответила. Вот, все, больше не присылаем донатики. Давайте теперь. Так, в общем, кто хочет на эфирчики, приходите, эфиры по субботам. Вот. Ну, ничего больше не будем смотреть, наверное. Все посмотрели, все нормально, вообще раскладики сделали. Теперь давайте на следующей неделе с вами встретимся и еще все посмотрим еще раз. Еще подсказки посмотрим. Вот. Всех обнимаю, целую. Обнимаю, всех целую. Пусть у вас будет классная неделя. Пусть все получится. Вот. Пусть рядом с вами будут те, кого вы любите, и кто любит вас. Все, будьте здоровы, одевайтесь тепло. Все.